В тот день в роскошном пентхаусе, высоко над шумным городом, царила тишина. Горничная, измотанная бесконечными поручениями и уборкой нескольких этажей подряд, вошла в главный номер, чтобы привести его в порядок перед возвращением хозяина. Полы уже блестели, окна сияли, постель была застелена идеально ровно. Она стояла в безупречной синей форме, а на руках все еще желтели резиновые перчатки от бесконечного мытья зеркал и полировки мебели. Когда работа подходила к концу, она почувствовала, как ноги подкашиваются. «Всего лишь минута», — подумала она, присаживаясь на край мягкой постели. Минута превратилась в мгновение, глаза закрылись, и она, не заметив, как погрузилась в глубокий сон, свернувшись калачиком на белоснежных подушках. Дверь открылась тихо, и в номер вошел хозяин, мужчина в элегантном костюме, сдержанный и всегда занятый. Его взгляд сразу упал на спящую горничную. Он остановился, нахмурился, но не от злости, а от неожиданности. Перед ним, в его идеальном мире, где все всегда по расписанию, где каждая вещь на своем месте, лежал человек, которому просто не хватило сил продолжать. Он мог бы вызвать управляющего, мог бы приказать немедленно убрать ее отсюда, мог бы устроить скандал. Но вместо этого он тихо закрыл за собой дверь, подошел и посмотрел на нее чуть внимательнее. На лице девушки отражалась усталость, на руках виднелись следы работы. Он взял плед, лежавший на кресле, и осторожно укрыл ее, стараясь не разбудить. Затем он отодвинул кресло к окну, открыл свой ноутбук и занялся делами. За огромным панорамным стеклом город жил своей жизнью. Машины спешили по улицам, вечерние огни загорались один за другим. В комнате же царило спокойствие. Легкий шум клавиш сливался с размеренным дыханием спящей женщины. 2 часа пролетели незаметно. Когда она проснулась, сначала ей казалось, что все это сон. Увидев мужчину у окна, она резко села, смущенно пытаясь что-то объяснить, оправдаться, но слова путались. Она повторяла извинения, едва не плача от стыда. Он закрыл ноутбук, встал и подошел к ней. Его голос был спокоен и даже немного тепел. Он сказал, что не стоит переживать, ведь каждый человек иногда устает, и это нормально. Более того, он сообщил ей, что она заслужила отдых, и оформил для нее оплачиваемый недельный отпуск. Горничная стояла, не зная, как благодарить. Ее глаза блестели от неожиданной доброты, а сердце наполнялось облегчением и благодарностью. Она поблагодарила его, слегка поклонилась и вышла из номера, все еще не веря в то, что произошло. А мужчина остался у окна, глядя вдаль. Для него это было лишь маленькое проявление человечности, но для нее событие, которое она будет помнить всю жизнь. И, возможно, в тот момент он понял, что истинная роскошь — это не только богатство, но и умение оставаться человеком. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.